Я до сих пор в шоке, что могу сделать так и оказаться в Париже. Коротенький рум-турчик. Очень все красиво, но очень все прижимисто. И ванна, конечно же, посреди ничего. И раковина тоже. Я немножко вылезу в окно. Ну, красота. Мы опять немножко Карлсон, как и дома. По нашей доброй традиции. Но очень красивенькие крыши. Думаю, здесь будет очень уютненько на денёк. Эта поездка в Париж не совсем обычная, хотя не знаю, можно ли говорить такое про поездки в Париж, потому что Париж — это всегда что-то интересное и невероятное. Но, будем честны, эти 2 дня задали нам жару в эмоциональном плане, но не буду спойлерить. Скажу, что только за следующий день, буквально за 12 или даже меньше часов, исполнится 3 моих больших мечты. Какие, вы узнаете дальше. Париж очень красивый город, и мне очень нравится приезжать на такое короткое время, потому что мы живем всего в 4 часах, но я понимаю, что совершенно не смогла бы в нем жить. Я люблю что-то более спокойное, что-то более локальное, и в таких местах с большим скоплением людей я могу находиться только очень короткое время. Все пришли очень мило отдыхать у воды. И вся набережная в людях. Просто вся, каждый миллиметр. Midnight Runners. Поселились в очень красивом районе, и мы сидели и обсуждали с Гришей, как поменялась сильно наша жизнь за этот год, что в прошлом году мы даже не думали, что будем сидеть в центре Парижа, и что у нас будет такая возможность перемещаться по Франции и по Европе без визы. Я даже не мечтала о таком, потому что в моей реальности, в моей подростковой реальности или студенческой, приехать хотя бы 1 раз в жизни в Париж был мой максимум, и то я не думала об этом слишком серьезно, потому что это было слишком недосягаемо. Было обнаружено, что у нас из номера видно кусочек Эйфелевой башни. Посмотрите на эту. Сейчас попробую. О, Да, во. вот она. Кончик Эйфелевой башни. Красота. Исторический архив. Исторический архив. Мы сейчас идем в префектуру и надеемся, что мы идем туда не зря, и все будет хорошо, и мы не зря сейчас нервничаем. Сегодня какое число? 16 июля. 16 июля. Мы в Париже. Together. Стасуем. Примерно в 8 утра. Через где-то минут 40 у нас запись в префектуру. Конечно же, сверлит на заднем фоне. Вот. Поэтому надеемся, что в следующий раз уже появимся с хорошими новостями. Хотя бы с какими-нибудь новостями. Да? Пойдем? На этом видео видно, какие мы просто мертвые внутри, какие мы уставшие, как все задержалось, и все наши дальнейшие планы тоже изменились, и нам нужно было за очень короткое время попасть в целых 2 места. И первая наша точка — это выставка Уэса Андерсона с оригинальными костюмами, с оригинальными декорациями. Это просто один из моих любимейших режиссеров. И когда я узнала, что в Париже есть выставка, и она на ограниченное время, я просто пообещала себе, я должна туда попасть. И это абсолютно того стоило.
Пару лет назад я снимала тренд очень популярный в стиле Уэса Андерсона. У меня есть книжки с островом собак, и тут можно увидеть все эти фигурки, все эти сцены в реальности. Просто неизгладимые впечатления, и я запомню этот поход, наверное, на всю жизнь. Чума. А мы не теряем времени, летим дальше, потому что время нашей электрички домой все приближалось. Нам нужно было попасть на другой конец города, чтобы попасть на выставку Дэвида Хокни. Это мой любимый художник. Я не знаю, без преувеличений, просто самый-самый любимый. И тут Foundation Louis Vuitton, выставка самая большая, которая была на данной точке истории. И это, конечно, просто сумасшествие. Гигантские холсты, гигантское количество людей, просто полумертвые мы, которые просто едва живые. Едва живые. И это, конечно, просто вау. Увидеть все это своими глазами мне, как художнику, как иллюстратору, который тоже работает в области искусства, увидеть своего кумира и его работы своими глазами — это просто что-то из мечты. И я просто поражаюсь и восхищаюсь продуктивностью этого человека и желаю ему просто бесконечных лет жизни, чтобы он принес в наш мир еще больше прекрасных своих работ, своих идей, а мы все дружно будем за этим следить. Зайка. Это получился по-настоящему сумасшедший день. Мне кажется, мы отходили от него еще неделю, потому что решилась наша французская судьба, что мы можем остаться в стране на целых 4 года. Это стоило огромных эмоциональных усилий, и мне кажется, мой мозг абсолютно перегрузился таким количеством информации. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Это очень помогает продвижению канала. Всех целую и встретимся в следующем видео. Пока-пока!